Так, друзья мои, добрый вечер еще раз. Пусть не обращай внимания, там у нас алкашня орёт наверху. Итак, я сегодня хочу показать новую книгу, которая издана. Дело в том, что мы просто не успеваем. Не успеваем просто за этими книгами. Они все время заканчиваются, их все время нужно по новой печатать, издавать. Ну и издавать, я считаю, издательство это когда выходит новая книга, а дальше уже эту книгу перепечатывают, да. Значит, мы уже большими партиями заказываем, не буду говорить поскольку, но они улетают. Поэтому я сейчас снова напомню, какие книги есть уже в наличии, какие мы ждем в ближайшее время. Есть там еще и новые, которые должны выйти. А как меня раздражают эти существа наверху. Итак, давайте начнем с книг уже вам знакомых. «Семейный очаг» выйдет, наверное, к концу следующего месяца, потому что пока еще там 2 новые книги ждут. Точнее, уже отправлены в печать, поэтому выйдут они в конце следующего месяца, надеюсь. Должны, по идее, успеть. Если не успеем, ну, значит, не успеем. Так, «Семейный очаг». Здесь очень много есть новых ритуалов, то есть ритуалов, которые не изданы, не показаны на моих каналах и сайтах, поскольку у меня физически нет времени все это показывать, выкладывать. Здесь в основном лекции касаемо семьи. Привет, Ран. Давно тебя не видела. Ой, кошмар. Нарожают детей, за этими детьми никто не ухаживает. Орут, кричат сутками. Даже, мне кажется, вам слышно этот крик. Да, работы много, и у меня, понимаю тебя. Вот алтари наших зрителей, мы любим их выкладывать, потому что, ну, приятно, когда, собственно, показываем, да, человеческий труд. Видите, как люди стараются на самом деле. Это очень большое уважение к работам, к силам. Большое уважение, дорогие друзья. Запомните, невозможно у сил ничего получить, если вы не хотите никаких усилий прилагать, если вы не хотите им ничего жертвовать, никак их благодарить. Вы когда ходите в храмы и в мечети своих богов, вы разве там, скажем так, не проявляете уважение? Разве в этих храмах и мечетях все не из золота, серебра, и из ковров драгоценных там и прочего хорошего материала? Там же вы не стелите целлофан на полу и пластмассовыми этими тарелками же не подносите к силам все это, правда? Это все позолота или золото, или драгоценные камни. Это говорит об уважении к тем силам, к которым вы идете. И поэтому никогда не верьте, что ритуалы, которые совершаются... Добрый вечер. Ритуалы, которые совершаются с одной свечой или с какими-то пластмассовыми, непонятно чем, с целлофанными пакетами и прочей ерундой, то есть там, где ничего не надо тратить и ничего не надо жертвовать и отдавать, что эти ритуалы какой-то результат дают и что силы слышат. Как правило, к таким людям, которые говорят: «Здравствуйте, Василий, как у вас дети? Все хорошо у них уже?» Как правило, вот подобные ритуалы дают неучи, люди, которые не имеют никакого представления о магии, они понятия не имеют. Ну, дорогие друзья, ну испокон веков каждое божество требовало жертву, требовало затраты, требовало что-либо. Это реально, это правда. Ну, за все нужно было расплачиваться. Напишите, да, напишите.
Как возможно, ничего не отдавая, никак не уважая эти силы, ждать от них получения чего-то? И вот в этих дешевых форумах, где ничего не надо покупать и ничего не надо ставить силам, участвуют в основном дешевые люди. Люди, которые, знаете, ищут всю жизнь халяву, и чтобы ничего не дать, но много получать. Но этого не будет. Ты силы не обманешь, они очень разумны. Очень разумны. И знаете, что я иногда читаю? Вот эта Инга, она злая, она заставляет покупать для каких-то там сил, там, благовоний. А что, вы это мне покупаете или мне отправляете? Это вам надо. Это вы у себя дома ставите. Здравствуй, Илона. Это что, вы мне отправляете, что ли, эти благовония? Это я для себя, что ли, прошу покупать? Вам просто говорю и объясняю, что, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы они вам помогали, а что там большие затраты? Большие затраты, скажите, кофе одно купить, там на неделю использовать, доставить кофе, благовоние взять. Ну ладно, самое дорогое благовоние может стоить 800 рублей, но есть и подешевле намного. Скажем, это уже исходит от вашего уважения к силам, насколько вам не жалко благодарить и насколько вы не дешевый человек. Ну, ткань одну купили, это миллионы, но если вот самые лучшие взять вот эти материалы, самые лучшие ингредиенты и самые лучшие свечи и прочее, ну вы, может быть, тысячи на 3-4 потратитесь. А сколько вы получите? Сегодня написали, я как-нибудь выставлю. Опять же, человек написала, что за короткое время смогла купить машину. Кстати, хочу вам сказать, вот покупка машин, квартир очень быстро идет. Я же вам говорю, для этих сил нет никаких преград. Им все равно, что тебе подарить. Иголку подарить, или машину подарить, или квартиру подарить. Просто нужно какое-то время, оно обязательно приходит, дорогие друзья. Ну, обязательно, вот просто нереально, чтобы оно не пришло. И причем за короткое время. Ну это ли не чудо? А у кого приходит? У тех людей, которые благодарят, у которых дома есть алтарь. Они свою связь с богами как бы закрепляют этим. Постоянно обращаются к ним, постоянно. Вчера, если я завтра смогу встретиться с Ксенией, она как-то приезжала, если помните, мы с ней встречались, она сама вам расскажет, как она вчера, ну вот буквально мой заговор, ей, можно сказать, спас жизнь в Китае. Вот вчера только это было. Она сегодня благополучно добралась до Москвы. Завтра я ее попрошу. Я постараюсь уже завтра выйти куда-нибудь. Мне нужно вылезти, просто развеяться уже постепенно. Это не дело вот так сутками, вот так вот дома сидеть, работать, набираться сил. Это ненормально. Я понимаю, но что делать? Видите, даже ногти не могу выйти и обработать. Настолько вообще нет времени. Семейный очаг. Он выйдет скоро, но пока его нет в наличии. Книга «Белого кота», насколько я помню, пока есть в наличии. Потому что не очень давно мы еще один выпуск выпустили. Книга «Белого кота». Это большая книга такая, довольно массивная, толстая книга. И очень много здесь именно последние работы. Знаете, что меня грызет все время? Чувство вины. Вот меня совесть мучает, что я мало делаю, что я мало отдаю, что мне вот надо побольше бы вообще-то это все, да, делать, и побольше уже надо, побольше. Я не знаю, куда уж больше, но когда вот это все смотрю, я понимаю, что я очень нормально-то подарила, собственно говоря. Здесь Яна разделила все, вот просто все разделила. Поэтапно. Вот действительно человек, который подходит с душой к этому всему, понимаете? Потому что здесь была безмолвная магия, здесь была магия цвета, каким цветом ткани вылечиться. Я же это все вам давала, ради бога, берите и пользуйтесь, кто вам мешает. Вот волчья молитва. Это отличная работа, между прочим. Я даже, если помните, «Помоги себе сам», в прямом эфире я останавливала и объясняла все ритуалы, которые вы можете найти. Там все показано подробно. И основное количество, где-то процентов 80, они все есть на канале. Книга «Белого кота» есть в наличии. Здесь у нас нет алтарей, потому что, ну, уже
И так эта книга такая массивная, уже некуда было эти алтари, реально как бы некуда было запихнуть. И причем самое интересное, что этими работами для всех могут пользоваться и практики в том числе. И практики в том числе. Потому что это сильные работы. Они точно так же могут для другого делать любую работу, которая здесь. Следующее, значит, вот книга «Живи богато». Это в новом формате. В старом формате он выглядел так, но содержание одно и то же. Старого формата уже нет, вот в новом формате он вышел. Он просто улетает, поэтому мы все время как бы эту книгу по новой издаем. Вот, собственно говоря. Я думаю, и там красиво. Просто здесь, может, более глубокий цвет, здесь чуть посветлее. Ну, собственно, это не меняет сути. Здесь собраны в основном денежные работы. И в основном, как бы, собраны работы, посвященные фортуне. Потому как здесь нацеленность именно на деньги. Вот. Некоторые есть моменты другие, но в основном это, да, это денежные. Денежная молитовка скоропомощник. Очень хорошая работа, между прочим, хочу сказать. И очень помогает. Испробовано не раз. И очень любят, и очень хвалят люди еще наш заговор «Помощь из ниоткуда». Вот она реально помогает в таких сложных ситуациях. Вот это как раз помощь из ниоткуда. Буквально вчера Ксении спасла жизнь. И завтра она, наверное, расскажет. Здравствуйте, спасибо. Как всегда, хорошо. Следующий момент. Вот это в старом формате, хотя я еще не убрала с сайта. Пусть он будет, хотя его уже нет в наличии. Нигде нет. Где встретите эту книгу, нам говорите. Его уже нигде нет. И не должно быть. Все. Кое-какие товарищи его пытались продать. Понимаете? Незаконно. Его больше не издаем. Но точно такой же, в том же формате, исправленное и от ошибок, естественно, уже редакция так издала, что мама, не горюй. Так вот, в исправленном варианте, в новом варианте, теперь он будет выходить только таким образом. Ритуалы для всех, ведьмина изба. Фортуна, раздающая милость всем и вся. Это старое фото. Здесь мне... Ой, сколько мне лет? 28, кажется, лет. Я здесь, в Великом Новгороде. Раскопки вели археологические. Так. Вот такое нашли. Там византийское украшение. Да, это не только система, еще и их подлая система, Марк. И мне вот ювелир армянин сделал из серебра копию вот тех украшений. Вот он. Так. Значит, вот это герб моего рода. Потому что у аршакидов герб был лев. Коронованный лев. Кстати, вчера ночью у нас с Пусей была веселая ночь. Всю ночь пакеты мои переворачивались на пол. И мы с Пусиком всю ночь их убирали. В конце я сказала, если еще раз кто-нибудь, какая-нибудь скотина перевернет пакет, я просто начну чистить дом и вас выгоню к чертовой матери отсюда. Все, успокоилась. Буквально с Яной разговаривали, только вот, ну, то есть я голосовой отправляла, насчет книг что-то рассказывала, и вот прям буквально при ней перевернулись эти пакеты, упали на пол прям с грохотом. А из-за чего они упали? Потому что я сказала, что я уже
должна набраться силы и все-таки переехать отсюда, что ну просто как воронка меня не отпускает эта квартира. И вот при этих словах, что я все равно отсюда должна уехать в ближайшее время, у меня все перевернулось дома. Это знак протеста, да? Бунт на корабле. Так, пойдемте далее. Да, обиделись, нечего им обижаться. Надо менять жизнь. Всему есть свой срок. Ты уже растешь над этим всем, и надо дальше. Так, много книг планируется. Планируется еще много книг, потому что я работаю. Мне кажется, у любого автора, вот, знаете, предел мечтаний все-таки 13 книг за год, полтора с чем-то. Любой автор мечтал бы об этом. Но у меня цель все-таки войти в книгу рекордов Гиннесса как единственный автор магии, у которой больше всех было книг. А кто его знает? Может, я и туда и смогу все-таки войти в эту книгу. Так, значит, здесь работы. В этой новой книге мы все же... Здравствуйте. Спасибо. Никакого отношения у меня нет ко всяким шаромыгам. Данил Кондратьев. Абсолютно. А кто она такая, чтобы у меня было какое-то отношение к ней? Значит, ритуалы, которые вас вдохновляют и показывают, собственно, что и как делается. Ага. Хотят, не хотят, придется им смириться. Так, смогу, конечно, но если честно, чем ближе уже, тем больше я чувствую жуткую усталость, реальную усталость начинаю чувствовать до такой степени, что не передать словами. Но это нормально, в принципе, нормально, потому что зима, нехватка витаминов и всего. Ну вот начала восстанавливать себя. Понакупила целую там кучу витаминов и буду приходить в норму. Красивые, да, работы, согласитесь? Реально красивые работы. Угу. Так. И вот с таким почтением, если относиться к силам, как вы считаете, боги разве не услышат человека? Это же нереально. С такой любовью относиться к силам. Знаете, что я хочу попросить? Ладно, я об этом потом. Как-нибудь. Сейчас не будем отвлекаться. Так, вот эта книга для практиков. Он есть пока в наличии, насколько я помню, потому что мы его переиздавали, или его нету сейчас, не помню. Я извиняюсь, конечно. Надо уточнить у Яны. Она занимается книгами. Но в скором времени выйдет в новом формате вот эта книга, исправленная. А теперь показываю, как наши хваленные издательства, значит, печатают книги. Смотрите сюда. Хосроева А. Угу. Там внутри ошибки чудовищные, я не показываю. Чудовищные просто. Там не то, что одну букву сюда, одну не туда. Это просто не передать словами. Так. Эта книга будет издана в ближайшее время, но уже в новом формате. И так уже дальше будем издавать, а такого формата уже, в принципе, нигде нет. Если, опять же, на каких-то сайтах это встретите, дайте знать. Так, книга «Тайная власть». Это для практиков. «Тайная власть» — это вообще замечательная книга. И эти буквы, дорогие друзья, на колдовском алфавите. Не все народы мира могут похвастаться, что у них есть алфавит. А у колдунов и ведьм есть алфавит. Это особая раса людей, понимаете? Это
нация среди наций, можно сказать. Это вне всего. Можно, но быстро. Задавайте. Колдовской алфавит. Спасибо, Наталья. Значит, где написано тайная власть буквами? Власть над болезнью, власть над власть имущими. Эта книга поможет практику, собственно говоря, преодолевать всякую трудность. Но эти работы можно использовать как для себя, естественно, так и для работы своей с людьми. Власть над денежной силой, власть над духами, власть над колдунами и людьми, власть над порчами, собственно говоря. Вот тайная власть. Здесь мои алтари, потому как это уже профессиональная работа, и ничьи алтари здесь больше не должны быть. Ибо я отвечаю только за свои работы. Согласны? Так, вот. Дальше. Черный кот. Хватит, прекращайте эти вопросы нелепые. Так, черный кот. Книга черного кота тоже для практиков. Здесь огромное количество работ. Воин из Валхалы. Может казаться, что я для всех даю больше работ, чем для практиков. Нет, дорогие друзья. Просто для практиков чего? Они должны догореть каждый раз свечи. Просто для практиков они как бы даны на один случай. Но таких случаев у практиков много. То есть на разновидность порч огромное количество. И одна работа вполне работает для всех этих работ порч. Снятие и прочее, прочее. Порчи, наказания и так далее. Наверное, есть. Я не слежу за этим, есть или нету. Нескольких я знаю, а все остальные, кто себя считает практиком, я не могу знать. Я уже говорила, что я лично не всех считаю за практиков. Есть просто выборочно люди, которых я считаю, да. Вот. Выборочно люди, которых я считаю практиками. А за остальных я ручаться не могу. То, что они там себя назвали, например, практиками, да, я не могу говорить то же самое. Это все равно как отвечать за них, это все равно как брать некую ответственность за них и прочее. О коронованных ведьмах есть ролик, можете открыть и посмотреть. Давно-давно снят. Так и называется «Коронованные ведьмы». Ведьмина изба. Так. Яд и противоядие – это 30 сильных порч и снятие этих порч. Или подобных порч снятие, собственно говоря. Вот, дорогие друзья, это следующий момент. Это вот цвет моих глаз до операции. Вот видите, один карий, другой зеленый. Вот они такие абсолютно разные глаза. Даже разрез и как бы размер глаз был разный абсолютно. Да, очень красиво. Все так говорили. Какие красивые глаза. Красивые, красивые, пока не сглазили. Знать не знаю, как ее зовут, и она мне абсолютно не интересна. Это обкуренная особа. Абсолютно. Не надо про всяких шаромык и всяких непонятных существ меня спрашивать. Я знать не знаю, кто они, что они, откуда выскочили. У людей есть свое представление, свои мозги, пусть они сами делают вывод. Вам не 12 лет, чтобы я сидела и вам объясняла, кто есть кто. Вы должны сами уже понимать. Есть такое выражение, да? По плодам их и узнаете их. Вот по плодам и узнаете, какой человек кто есть.
Поэтому, если вы считаете, что это ведьмы, такие полуголые сидят, трясут всем, чем возможно, то прекрасно, считайте дальше. Уже несколько человек от нее пришли, где она переделывает мои ритуалы и продает им тайком. Одной вообще продала какой-то непонятный ритуал. Как котята мявкают, как собаки тявкают, так и мы тебя любим, Геката, наша дорогая, ненаглядная, какая-то чушь несусветная, и этим надо было чистить дом. После чего все люди, которые там жили в этом доме, заболели, потому что Гекату затрагивать вообще не стоит простому человеку. К Гекате обращение только сильных практиков, только опытных. А тут взяли и Геката очистить дом. Это смешно. Геката, которая богиня ночных кошмаров и неупокоенных мертвецов, звать ее в свой дом обычному человеку, это очень весело, конечно. Ну, вот и все, собственно. Но то, что вот как котята мявкают, так и мы по тебе скучаем. Спаси нас от дружины. Дружина на украинском языке – это жена. Прежде чем такую хрень давать, хотя бы потрудитесь посмотреть в словаре, что такое дружина. Дружина – это жена. Что значит «избавь меня от дружины»? От вражины, от дружины. Похожие слова, да, они очень схожие. Но дружина означает жена. Не друг, а жена. Ну, друг, женщина-друг, дружина. На украинском языке. Ну и все. Чё? Но если у вас иконы висят, уважаемые, вы говорите, я хочу делать раскрещивание, а у меня иконы висят, они не помешают. Ну какого хрена вы тогда делаете раскрещивание, если вы верите в иконы еще до сих пор, и они у вас дома висят? Раскрещивание – это значит отсечь себя от придуманного христианского эгрегора и соединиться с эгрегором, силой, с религией своих предков. Вы говорите, у меня иконы висят, да, крест каждый день целую, а можно я еще и раскрешивание сделаю? А смысл тогда вообще вам раскрещиваться, если они у вас висят до сих пор? Я вообще, честное слово, не могу понять вообще. Это мне не ясно и непонятно. Это все равно как, вот я хочу похудеть, можно я несколько раз в день жирного поем? Не имеет никакого значения, если они у вас там висят, оно будет вам мешать. Эти две силы перемешивать не надо. Хотя одна сила слабее, чем вторая, более древняя, но в любом случае это вообще абсурдно. Это абсурдно. У меня нет никаких учениц. Отвечу вам коротко и ясно. У меня учениц нет. Ученица – это тот человек, которому я вот сама из уст в уста передаю свои знания. Это может назваться ученица. Учениц у меня нет никого. А так, знаете, чтобы люди смотрели и обучались, это другой вопрос. Может быть, люди имеют в виду, что они смотрят и обучаются с моего канала, так тогда у меня учеников получается 130 тысяч, понимаете? Так-то да. Это только на одном канале у меня 130 тысяч учеников, а на других каналах, а на сайтах, а вообще в общем мире это где-то 1 000 000 учеников у меня получается. Если в этом смысле, что я вот смотрю и обучаюсь, или что-то узнаю, то да, может быть. Но чтобы сказать напрямую ученичество, у меня такого нет. Виктор Цакунов, еще один такой подобный вопрос, и я закончу с вами беседу. Просто завершу. Вы напоминаете мне одну женщину, которая под роликом «Карьерный рост» написала: «Инга, дайте, пожалуйста, на карьерный рост». Чего? Вы знаете город Ухта? Ну, знаю город Ухта. Все знают, город Ухта существует в России. Что за вопрос странный? Еще спросите, а вы знаете город Казань? Знаю. Дальше что? Дальше. Магия жизни. Вот я сейчас не помню, она есть в наличии или нет. По-моему, она закончилась. Или мы ее недавно опять сдали. Вот мне сейчас нужна помощь Яны, а ее нету рядом. Ой, заказать через марсиан. Через марсиан закажите. Марсиане там привезут вам на летающей тарелке. Данил Кондратьев, я буду решать, нападать или не нападать. Ясно? Здесь я решаю, как и с кем, как разговаривать.
Если вам не нравится, вы можете очень крепко закрыть дверь за собой. Так. Следующее. Да, веселимся тут. Как говорится, что за шум, а драки нет. Вичак мы планируем издать ближе к Новому году, потому что так успеем только. Раньше никак не получается. Я вас ознакомлю немного. Вот хорошо. Сейчас придет наш гестапо, товарищ Берия. Во, пришла, все. Вы шляпу и очки наденьте и вперед. Сейчас она всех вас раскулачит, погодите. Сейчас всех раскидает по гулагам. А то. А вы думали, у нас прямая связь с Кремлем, да? Так, дорогие друзья. Книга, созданная... Да, книга создана на основе армянской традиции. Я хочу на днях как-нибудь вам подарить заговор Шулишкан. Этот заговор очень мощный. Хотя христианский эгрегор потом приписал себе Сулишкан, говоря о том, что это касается, значит, Сулишканского Нового Завета. Но я хочу вам сказать, что имя Сулишкан, вообще вот этот спасительный заговор Сулишкан, это очень древний заговор. И этот заговор помогал тем, кто знал этот заговор. Детям зашивали в одежды, переходя реку Аракс в 15 году, когда в спины им стреляли сзади. Вот люди, которые читали, они называли молитва Сулишкан, но это заговор. Они спасались, дорогие друзья. И вот они принесли книгу. Некоторые говорят Сулишканское, значит, Сулишканский завет, так называют. Но некоторые говорят, что это все-таки магическая книга. Или этих книг было два. Ну, в общем, различные. Вот Сулишканский заговор моя прабабушка нам передала. Я долго просила ее разрешить мне этот заговор подарить людям, потому что это, ну, можно сказать, бомба атомная. Это очень сильная вещь. Вот помощь из ниоткуда, она сильная работа, но вот Сулишкан, он намного сильнее. Когда последний раз я просила свою прабабушку мне разрешить это показать, потому что я действительно, дорогие друзья, получала по башке много раз. Получала и конкретно после того, как я людям дарила то, что нельзя было дарить, наше запретное. И когда последний раз я попросила об этом, мне приснился жуткий сон, это где-то было 3 года назад. Буря поднялась, и просто мир рушился. Такой ужасный сон, и я проснулась, поняла, что мне запретили. Потом, спустя 2 года, еще раз попросила. Как-то это все уже смягчилось. И вот надеюсь, что она мне разрешит передать вам на русском языке. Естественно, я перевела. Вот армянский заговор Сулишкан я все же не рискну вам передать, но точную копию, перевод на русский язык я вам передам. Обещаю. Может, даже сегодня постараюсь передать. Так что вот все, что касаемо армянской магии, говорю вам не потому, что я армянка, потому что это правда. Армянская магия, магия Вуду, грузинские заговоры, они очень сильные. Ну и русская магия сильна, в принципе. Но просто объясняю, что это очень древние языки. У них, ну, сила чувствуется. Так вот, передам я вам все же. Будь что будет. Ну, раз уж обещала, знаете, раз взялась, значит, делай уже до конца. И у вас будет еще одно мощное оружие во все трудные тяжкие времена. Знаете, в чем прелесть всего этого? Прелесть в том, что на моем канале под каждым роликом есть
печатный текст. И когда людям нужна помощь, вчера, когда она мне написала, я говорю, Ксения, я кинула ей ролик, я говорю, внизу печатный текст, открой читать. В любой точке планеты. Да, это книга Вичак. Аслык. Имеется в виду, нет, Сулишканский заговор, это заговор. Это заговор. Она просто не поняла, Яна, она просто подумала, что это тоже книга. И вот я скинула вчера, и я говорю, читай вот под роликом текст. Так вот, дорогие друзья, что бы где-то с человеком не случилось, в Египте, в Турции, в Азии, там, где бы он ни был, да, самое интересное, что он может просто открыть наш канал и под роликом прочитать. Понимаете, что самая прелесть? Что ему не надо никуда писать, говорить. Все есть текст. Если там не найдет, он найдет на моем сайте. Там есть заговоры. Если там не найдет, он найдет ВКонтакте, в моей группе. Там есть заговоры. Да просто может набрать, сейчас уже во всех сайтах печатают и мои работы внедряют во всех. Уже я, в принципе, хочешь не хочешь, а признанный автор уже в мире магии, понимаете? И все сайты уже подписываются, вот вследствие моих скандалов, как мне говорили, скандали, что это за женщина и так далее. Вот такая я женщина, вот так скандалила несколько лет и добилась того, что уже начали подписывать, чей это труд. Дайте мне нести ответственность за свой труд. Позвольте мне нести ответственность за свою работу. Я не боюсь этой ответственности, потому что я знаю, кому что дарю и как я дарю. Дайте мне возможность нести ответственность. Пишите, что это моя работа. Получится или не получится, я за это отвечу, понимаете? Вот дали мне возможность. Так вот, мои работы вы можете найти где угодно. Просто ритуалы Инги Хосроевой набрать и там по тексту посмотреть, какие названия, что вам в данный момент надо. Вот в этом прелесть, понимаете? Мы этого добились. Это хорошо. Так вот, книга Вичак – это книга судьбы. Например, я читала славянско-арийские веды, но не все там правда. Там очень много и подделок, как и книга Велеса. Вот так открываете и видите. Вот что мне говорят. Понятно вам? Вот реально живая книга. Вот смотрите, что мне сказано. Что говорит судьба? Это ведь судьба говорит с вами. Вичак или положение, или состояние судьбы. Это сама судьба вообще, название. Не спеши, говорит мне судьба, не гони коней, еще успеешь. Вот. Надо прислушиваться. А то я уж сижу тут, это мне надо, то надо печатать. Я уже целый план составила на весь вечер и ночь. Будьте любезны, мне сказали, что надо мне делать. Вот как можно не верить в эту книгу? Это нереально. Кстати, вот это лицо, это не фотография, это работа Яны. Понимаете, что талантливый человек реально талантлив во всем. Это надо проникнуть, вникнуть вот в это армянское сознание, чтобы вот так изобразить женщину в национальных одеждах. Это картина. То есть это не фото, это не взято с интернета поставлено просто что-то красивое. Нет. Это работа ее. Это все серебро. Из-за чего серебро и золото надевали на лоб. Дорогие друзья, серебро, золото, они открывают в определенном смысле внутреннее я. И это правда. Серебряный обруч помогает от головных болей. Золото носили вот здесь, где третий глаз, для того, чтобы усилить не ясновидение, а, как вам сказать, седьмое чувство. Оно действительно усиливало. Это как защита. Это не просто были украшения, это защита. Да, красиво, конечно. Вот. Здесь описание всего. В общем, выйдет эта книга. Я знаю, все ждут, все просят, но, дорогие друзья, ну просто не успеваем, реально, ну не успеваем. Вот эта вот как бы типография, она тоже
не может сразу выпустить. Вот одну книгу по 500-600 выпускает, через неделю она заканчивается, потом вторую. То есть она не может тоже в таком огромном количестве выпустить. Мы бы рады, конечно, но у нас нет такой масштабной типографии, которую можно заказать несколько книг по 1000 штук, и сразу они все сделают. Немножко не получается. Так что ждите. Что делать? Кому надо, тот подождет. Теперь вот как бы под звук труб салют и пошли дальше. Скоропомощник ваш любимый вышел, дорогие люди. Вот он. Мы сейчас издали немного больше, чтобы хватило хотя бы на некоторое время, чтобы мы успели потом новый уже переиздавать. Вот вам ваш любимый скоропомощник вышел. Почему мы скоропомощник сделали таким маленьким, как блокнот? Кстати, маленькие книги издавать намного тяжелее, чем большие книги, потому что для маленьких книг вот этот формат нужен специальный. Его труднее склеить и как бы воспроизвести, намного труднее, чем большая книга. Да, вот. Значится так. Маленькая книга, она отправляет всем книги с этой печатью. Это, как можно сказать, моя собственная подпись. Значит, ой, господи, Данил, давайте отсюда, чешите. Значит, так. Оно нужно для того, да, чтобы с собой носить. Чтобы с собой носить удобно, понимаете, в любой момент просто из сумки вытащить и почитать. И здесь не нужно ни каких-то там, не какие-то алтари, здесь не нужны свечи, здесь ничего не нужно. Здесь призыв к силам сразу же. И вы расплачиваетесь энергией. То есть энергии радости у вас получилось, я же вам говорила 100 раз, вы расплачиваетесь энергией счастья и радости. Этого достаточно. Смотрите, вот когда у вас там проверка, вот вы сидите у себя в кабинете, и вам говорят там, Марья Петровна, через 5 минут приедет ревизор. Что вы делаете? У вас нет времени на алтарь, у вас нет времени на свечи, все такое. Вы достаете вот это и читайте 10-й от ревизора, от проверок. Ревизии, проверок и так далее. Так, у нас 10-я страница, товарищи. И читайте, да. Идет князь меня проверять, а я облачусь в туман, да напущу туман. В тумане, князь, ходи, разумом не зри, глазами не гляди. Пришел корольком, да иди гуськом. Истинно. Вот прекрасно работает. Пришел мужик, хотел вас там чуть ли не раздербанить вашу эту контору. Пришел, сел, посмотрел, вроде бы и неплохие люди, и поговорили, посмеялись, все, разошлись. Вот это очень хорошая вещь. От опасности. Вот. Дальше. Стать невидимкой. Это когда вы не хотите с этими, как там его, с соседями сталкиваться. Например, вот или неприятные люди, или вот, ну, или вы поздно пришли, скажем, на работу, и вы хотите незаметно пройти, чтобы вас не заметили. Вот. Значит, про духов. Дальше. Чтобы остаться незамеченным, опять же. Морока. Обморочу, одурачу, будь по-моему, заклято. И тут же человеку либо позвонили, либо что-то еще там отвлекли в сторону. Момент опасности. Кто бы ты ни был, помоги, тебе зачтется. А кто тебе поможет? Ночной страж, да, ночной дозор. О них я рассказывала, чтобы вы сразу поняли, например, о ком речь, кто нам помогает. Все эти работы направлены к чему? Какие силы нам помогают? Не просто же я в воздухе стреляю, я говорю, вот так надо и все тут, и не спрашивайте. Я же на все даю очень четкое определение, дорогие люди. Да все работает, Мария, все работает. И все не ожидают, а потом, когда понимают, что они работают, все, больше не могут оторваться. Делают и делают, потому что они поняли, что им в руки дали просто
оружие, можно сказать, массового истребления от внезапной опасности. Что пришло, то ушло, меня не задело. Стражник мой, мне в помощь, заклято. Тоже, да все тут работает, что тут рассказывать. Все, вот смотрите, для здоровья, если боль от внезапной боли, сидит матушка жаба посреди болота на камне черном, да квакает, дочку к себе призывает, да приказывает, иди, Квакша, скачи, Квакша, вокруг имя, или ваше имя, да? Вокруг меня, прыгай, кругами квакай, переквакай, всю боль собери, в мешке завяжи, к нам принеси. Квакша прискачет, боль себя заберет, в болоте боль спрячет, забери боль, Квакша, в болоте спрячь. Не болеть, не боли, заклято. Уже ж язык заплетается от всего этого. Кстати, на здоровье детское еще хотела кое-что подарить. Ян, напомни мне, пожалуйста, ладно? А то у меня там переписано лежит все, а я забываю. У меня ж тут этих книг теней дофига и больше. Вот они. Это еще это малая часть. Вы видели, сколько их? Написано, переписанное. Вот я, знаете, что интересно? Смотрю, вот эти все великие ведьмы, там, всемогущие, по всяким шоу скачут. Вот у кого-нибудь из них, вы книгу теней вообще посмотрели? Вот у кого-нибудь из них вы видели алтари? Вы у кого-нибудь из них увидели, ну, просто вот эти все атрибуты магии, да, ведовства? У кого-нибудь? Вот они все вот говорят, что они ведьмы, что они колдуны. Это насчет детей, Ян, скоропомощники для детей. Ну, родителям для детей. Все говорят и говорят. Ну, вы где-нибудь видели у этих людей алтари, где-нибудь увидели какие-то работы, свои личные наработки, свои ритуалы, свои книги теней? Что-нибудь вы увидели у этих людей? Вот они все трындят, что они все ведьмы. То губы накачают, то сиськи накачают, и очень хорошо. Но сиськами, губами как-то, знаете, ведовство не определяется. Определяется ведовство все-таки работой, магией, колдовством. Если ты колдуешь, ты ведьма. Если не колдуешь, значит, ты не ведьма. Вот и коротко. Ну, просто вот мне всегда было интересно просто, чем они мотивируют, с чем они работают, кому они обращаются, кто чего говорит им. Вообще ничего не ясно, правда? Ничего не понятно. Просто сказали, мы ведьмы, этим все сказано, и не надо ничего спрашивать. Все, не будем ничего доказывать. Ни хрена не могу, ничего не имею, ничего не знаю, но я ведьма, верьте мне все. Потому что у меня самые крутые губы на земле. Но еще не только губы. Почему-то образ ведьм сделали какую-то эту, знаете, потаску с трассы. Ну, это не так, на самом деле. Так, поехали дальше. Вот что, значит. Да, зовите меня, и все тут. Ну, трусы на люстре – это особый случай. Я же вам сказала, откуда традиция трусы на люстре. Когда во Франции запретили публичные дома, женщины легкого поведения для того, чтобы заманить мужиков, показывали, ну, то есть намекали, что в этом доме есть скрытый публичный дом, то есть можно туда прийти. И как они это делали? Они вешали красные трусы, которые, ну, было понятно, что это красный, то есть привлекать. Красные трусы на фонарь рядом с домом, на дерево рядом с домом, на вот эту вот входную дверь сверху вешали. И мужики понимали, понятное дело, тут, значит, дают. И они туда шли. И вот о том, что мужчин привлекает, если трусы кинуть на люстру, значит, мужики придут в жизнь. Вот откуда пришло. Конечно, придут мужики. Потому что в древней традиции так было. Кидали где-то на уличный фонарь трусы, и мужики знали, что здесь есть нормальные женщины, и шли туда. Но, дорогие друзья, это вообще не говорит о том, что придут те мужики, которые надо. Ну, сейчас это просто чисто историческая просто данность и факт. И абсолютно она не имеет ничего общего с магией, с благополучием и счастьем. Тут, понимаешь, я тут сижу как дура с утра до ночи, то фортуну, то это надо, то так надо призывать, то вот так делайте, то делайте. Оказывается, все намного проще. Взял трусы, кинул, красота. Все, ни хрена не надо делать. И что же я, вот, почему же я раньше не догадывалась, что можно просто
кинуть трусы. Теперь я знаю. Теперь я ученая. Я же говорю, это очень похоже на ритуал. Как мазать задницу медом, высунуть в окно и сказать: липните, мужики, старые и богатые. Я не знаю, какие там мужики прилипнут, но мужики в белых халатах точно прилипнут 100%. Ну, еще, может быть, мужики в этих с погонами. А еще мужики с пожарной одеждой, которые будут тебя спускать оттуда. Ой, блин. Чего только не придумает. Ёлка-ламане. Ой, да. Ой, моя мама говорила, что если хотите, чтобы мужики к вам прилипли, берите в руки самогон и идите по улице. И все мужики твои. Ничего не надо больше говорить и делать. Простой рецепт счастья. Ой, господи, все. Пошли дальше. Да всю деревню мужиков можно собрать таким образом. Самый действенный рецепт, проверено. Веками проверяли бабы. Так, пойдемте дальше. Как говорится, где наливают, туда и иду. Только, ну и чё? Мужики же, они же хотят любых мужиков, они же целью не ставят каких-то там особенных. Просто мужики. Самогон не делают, это тебе так кажется, что не делает самогон. Ты в русских селениях была вообще в жизни? Привет, Ольга. Вот и не говори, чего не знаешь. Так. Что я хотела? Да, рассказать вам хотела. Да-да-да. Новая книга. «Скоропомощник», 2 часть вышла. Эти 2 фигуры символизируют как бы силу земную, Навь и Явь, понимаете, и силу внеземную, то есть потустороннюю. Навь – жизненная сила, и Явь – ну, сила не только мертвых, это не мир мертвых. Многие Навь воспринимают как мир мертвых, на самом деле это неправда. Это потусторонний мир просто. Мир духов, душ, сущностей, сил, богов – это Навь. Далее, вот здесь объяснение по этой книге. Да, да, конечно. От деда к внуку. Дальше. Скоропомощники новые, которые еще не изданы. И есть еще несколько таких, ну не несколько, а десятки тех, которые вы не видели на моем канале и навряд ли увидите, потому что я только в книгах их внедрила. Так вот, я хочу вам сказать, что я решила время от времени в книги внедрить новое что-то. То, чего как бы... То, чего вы еще не встречали и у меня на канале. Мои, естественно, работы. Вот. Незваные гости от внезапной боли, от предателей, от ссор и драк, чтобы понравиться и так далее. Это вот скоропомощники Вуду. Очень сильные работы здесь все. Да и везде сильные работы. Просто объясняю. Это Вуду. Это немножко другой тип скоропомощников, которые в основном этнические, то есть разных направлений магии. Грузинские скоропомощники. Армянские скоропомощники. Вот тоже хвалят. И шаманские скоропомощники. Вот все эти скоропомощники, в принципе, вы видели, записывали, скажем так, они были у нас на канале, и многие им пользуются до сих пор. И сейчас уже не до сих пор, а вообще. Шаманских не было еще. Есть шаманские ритуалы.
Откройте шаманские ритуалы, они очень сильные. Вы изучите каналы. Когда я говорю каналы изучите, я не просто говорю 500 раз одно и то же, как попугай. Каналы, каналы изучите. Каналы надо изучить, потому что там есть очень много того, что вам надо. Вот шаманские ритуалы вы пробовали? Там есть шаманский ритуал от врагов. Когда нужно написать все имена врагов и так далее. Все там описывается. Знаете, как бьет по врагам? Сколько людей писали? Здравствуй, Лена. Сколько людей писали? Шаманские ритуалы. Откройте, посмотрите. Шаманские ритуалы, заговоры, они очень сильные работы. Очень действенные. Так. Это все шаманские ритуалы. То есть заговоры. Дальше. Вот один из них сейчас я выберу какой-нибудь. От опасности, например. Бог Эрлик, который есть бог преисподней. Я давно хотела еще шаманский помощник выставить для практиков. Он очень сильный. Есть дух-помощник, который служит шаманам. Честное слово, ну, сил нету, реально. Ну, вот не успеваю я физически просто. В сутках-то 24 часа, к сожалению. Вот если бы было 50 часов, вот бы вообще была бы красота. Ну, вот так вот, блин. Они не учли, что через много тысяч лет я буду рождена, поэтому взяли, разделили этот день на 24 часа, как назло. Специально против меня пошли. Поэтому я ничего не могу успеть. Точнее, успеваю, но не столько, сколько хотелось бы. Вы поверите, если я вам скажу, что я 2 дня почти не ела? Поверите или нет? Мне некогда, я забываю есть. Я вот чай, кофе, пока туда-сюда уже утро. Ну, сделайте, если хотите сделать. В чем проблема? Делайте, там все объясняется. Вот читаю. Значит, от опасности. Эрлик – это подземный бог. Это бог зла, в принципе. Это бог, ну, такой свирепый. Его, скажем так, да, потом не захочу 70 часов. Это бог, которым вас сравнивают с африканским богом Шангу, войны, там, грозы и так далее. Ну и с Аидом иногда сравнивают. Считается, что его посланники выходят в мир и начинают путать людей, начинают творить зло через людей и так далее. И чтобы вот они через какого-то человека, спасибо, Нина, чтобы они через какого-то человека, значит, не натворили бед в твоей жизни, ты вот начитываешь ему обращение, 5 раз говоришь. Эрлик, отзови от меня своих посланников. Да вернутся они к тебе, не затронув меня. Заклинаю я тебя древней силой и вечными богами. Да будет так. И через некоторое время люди, которые не очень хорошие, человечные, которые могут тебе навредить, они как бы с твоей пути уходят, дорогие друзья. Вот это новый скоропомощник. Это, конечно, маленькая книга, кажется, но в любом случае, во-первых, издана в достаточном количестве. И вот первая часть скоропомощника, которую тоже все ждали, переиздана по новой. Остальные книги, некоторые из них есть, некоторые пока издаются. Скоро выходит еще и... Да, конечно, ценно, потому что каждый из этих заговоров может спасти жизнь. И они выходят, и выйдет еще в скором времени еще ждите новые книги. Но там вообще необычные книги, о которых сейчас заранее говорить не буду, очень необычные книги. И эти книги стоят того, чтобы вы узнали о них. Естественно, я это покажу. Пока на этом все, друзья мои. Пока все. Пойду готовиться к новым работам. И в ближайшее время, надеюсь, увидимся. Но Сулишкан я сегодня хочу вам все-таки подарить. Сейчас пойду прямо начну готовить эту работу. Спасительный заговор Сулишкан. Ой, надеюсь, моя бабушка меня по башке не даст. Очень будем надеяться. Потому что я потихоньку, может быть, становлюсь равносильно ей. И
Недавно ко мне зашло одно чудовище с фотографией женщины в индийском одеянии. И написано было имя моей прабабушки. Ну, видимо, просто людям хочется очень так пошутить, знаете, поиздеваться, что-нибудь такое сделать, сказать. Я хочу сказать этому человеку, что у него нет мозгов. Потому что человек, который затрагивает еще и умершую ведьму, вы реально безмозглые люди, я вам серьезно говорю. Потому что вы, знаете, вы так потом страшно отвечаете, ведь потом помираете же на самом деле, вас же не становится. Ну, давайте будем честны. Потом раз и померли, и нету. Ведь померли среди вас некоторые, да? Не так ли, однако? Не буду эту тему затрагивать, но умерли же. Правда ведь? Ну и жили у вас мозгов не доб... вы не поняли, да, с какими силами имеете дело? Вы настолько тупы. Так вот, те, которые затрагивают имя моей прабабушки, которые какие-то сумасшедших бабушек из видео скачивают, ставят и называют ее именем, вы даже не представляете, какой это была сильная женщина, скольким людям она помогла. Она воспитывала сирот, подбирала. Этот человек стольким сделала добра, и если вы настолько конченые существа, что вы трогаете память умершей женщины, женщины, которая прошла все круги ада, воспитала достойных детей, женщины, которая мне передала и обучила всему этому, собственно говоря. Я обучилась на ее примере и на том, что она оставила. И кроме того, женщину, которая была ведьмой, затрагивать уже умершую ведьму, это надо быть просто камикадзе. Это реально надо быть самоубийцами. Вы глупые люди. Потому что вы даже не представляете, как вы будете один за другим лишаться близких. Вы не успеете их хоронить. Просто силы действуют, знаете как? Вот как кошка с мышью. Сначала дает играть, вот так вот отпускает, снова ловит, отпускает, а потом жрет. Вы глупые люди. Даже то, что некоторые из вас умирают, вам мозгов не добавило. Реально не добавило. Я ничего делать не буду. Реально бесноватые, какие-то не очень нормальной психикой, потому что такую тупость ересь несут и просто не понимая, что они идут прямо, знаете, в пасть ко льву. Я ничего делать не буду. Она сама вам ответит за себя. И ответит так сильно, что вы просто очень удивитесь. Да, потом их дети сгорают, потом они сами умирают, потом удивляются, почему вот так происходит. Вы действительно слабоумные, да, реально слабоумные. Потому что нормальный человек, во-первых, не затронет умершего человека, любого, и не затронет ту женщину, которая сама вам с того света ответит. И очень скоро. Обычно такие люди не дорожат близкими, им плевать на них. Потому что если бы вы дорожили своими близкими, вы хотя бы задумались бы, а вдруг вы подвергаете их опасности. Но она вам сама ответит и в ближайшее время. А я на недоразвитое стадо внимание обращать не привыкла. Никогда. Потому что целью таких существ является тебя остановить, тебя ранить, тебя отвлечь. А у меня нет времени на эту фигню всякую. Так что как только они приходят, я просто их кидаю в черный список и забываю, как их вообще звали. Больше ничего. Все, дорогие друзья. Собственно, я вам объяснила, показала все вопросы к Яне. Я попрошу ее под роликом все-таки написать опять ее данные. Так, нажимайте у меня на канале о канале. Вот о канале в конце. Здравствуйте. Нажимайте туда, и там ее номер телефона. Книгами занимается Яна. У меня их нет. У меня есть несколько книг, которые я просто показываю, и ими работаю, и в конце концов, есть несколько моих книг у меня. Но книгами в основном работает Яна. Даже когда я прошу отправить моим родным книги, отправляет Яна. У меня лишних книг нету отправить. И времени нет на это. Потом все разговоры к ней. Это ее детище. Она очень ревниво их бережет, любит, обожает и отправляет. Потому что отчасти, понимаете, половина этих книг – это ее работа. Моя работа – отдавать, а оформить, описание все добавить, да, с моих слов, но добавить это все грамотно, достойно, донести до вас.
это все написать, это все отследить, это все забирать, отправлять и так далее, вы сами понимаете, что это титанический труд. И я считаю, что она по праву просто может считать это и своей работой в том числе. И, естественно, я вот все полномочия отдала ей. У нее тут лишней книги не попросишь в жизни. Так что имейте в виду. Тут отчет на стол. Зачем, за что, чем заслужил, что сделал, за какие заслуги эта книга должна быть. Но отчасти я хочу вам сказать, что она права. Почему? Потому что я многим отправляла книги, и ее просила отправить. И многие, которым я отправляла, очень были недостойны этих книг. Понимаете, некоторые сожгли, некоторые написали на них гадости, показали по экрану, некоторые рвали их, некоторые выставили везде, то есть изуродовали. И поэтому она действительно была права. Но мне хотелось сделать добро людям, я их делала, к сожалению, свиньям. А сейчас она, да, четко, ясно по плану. Зачем, почему, чем заслуживает. Потому что наши книги на весь золото. Это не просто так. Вот так вот. Ну, что делать, дорогие друзья? Ну, когда свиньям сыпешь жемчуг, да, они что, понимают, что это такое? Не надо сыпать жемчуг перед свиньями, надо вот так вот. Ну да, ну, господи. И что этим у них мозгов добавилось? Ну, сожгли книги, и что? Одну книгу сожгли, 1000 штук я издаю. Это смешно даже. Назло, как там, назло Хосроевой пойду повешусь. Да, они вот практически то же самое и сделали. Назло мне пошли повесились. Хотя люди говорили, когда те начали объявлять, что хотят сжечь их, люди говорили, мы эти книги готовы вас выкупить. Отправьте, если они вам не нужны, мы их купим. Ну вот и все. Они свое будущее сожгли, да, от бессилия. Что я буду сейчас переживать из-за книг? Книга это всего лишь, можно сказать, бумага, и не более, ну всего лишь бумага. Они не покупали, Галина, я им подарила. Вот в чем дело-то. Они не покупали, я им подарила. Поэтому это им боли не причинило. Они на них, знаете, как говорят, над ними не потели. Поэтому вот подарили, и вот захотели люди как будто бы меня этим как-то задеть. Ну, это смешно. Это смешно просто. Тупые. Вот, да. Так что такие дела. В общем, дорогие друзья, все. Я вам все. Какие христиане? Ой, при чем здесь христиане? Они просто безмозглые, этим все сказано. Я вам подарила все, что есть на каналах и на сайтах, можете взять. Если хотите в книжном варианте, это уже к Яне. Все, я побежала. Обещала вам сегодня, значит, я вам сегодня подарю этот древний армянский заговор. Как там говорится, обещал пиджачок, на, поноси. Все. Всем удачи, друзья мои. Я пошла. Всего хорошего.